Тема 804. Российский хендбайк. Интересную вещь придумали для инвалидов. Хендбайк – это трехколесный велосипед с ручным управлением. Отличное средство для передвижения и занятия спортом. Как велосипед, только с 3 колесами и ручным приводом. Как раз для инвалидов, которые хотят кататься, но не могут крутить педали ногами. Но сколько стоит такое нужное транспортное средство? 400 тысяч рублей. Даже если отбросить падение рубля и вернуть прошлогодние цены, цифра для российского инвалида все равно будет казаться астрономической. Чем этот хендбайк отличается от обычного гоночного велосипеда стоимостью 40-50 тысяч рублей, только дополнительным колесом и более широким сиденьем. А почему такая сумасшедшая цена? Не могу понять. Одни говорят, что для хендбайка требуется полная растаможка, потому что везут его из-за границы и он не является жизненно необходимым средством. Другие, что его собирают в маленьких мастерских. Медленно и кропотливо. Я также думаю, что цены высокие еще от того, что такой спортивный транспорт покупают государственные организации для спортсменов-паралимпийцев, а они не слишком деньги экономят. Либо еще и потому, что на Западе за покупку такого средства передвижения инвалидам могут выплатить компенсацию. У нас, когда придумывают какую-либо компенсацию на высоком уровне, цены на средства тут же взлетают ровно на сумму компенсации. С другой стороны, встретила я в интернете репортаж из Первоуральска, 125 тысяч жителей, о том, как местный житель собрал в своем гараже хендбайк для своей дочери. Материалы обошлись ему в 7 тысяч рублей, цены 2015 года, а хендбайк получился вполне надежный и добротно сделанный. Конечно, в нем, возможно, нет всяких заморочек спорта высоких достижений, но для занятия спортом в виде удовольствия и здоровья они и не нужны. Не потому ли так дешево, что в данном случае не пришлось платить ни таможне, ни посредникам, ни кому-либо еще. Почему бы российским умельцам не заняться созданием подобных российских хендбайков? Ведь движение хендбайкеров у нас уже есть и бурно развивается. Марафоны и покатушки проводятся не только в Москве, но и в других городах. Но кататься-то на чем? Где они, эти чудо-хендбайки, на которых можно и марафон проехать и просто с друзьями в лес выехать? Я почитала группы хендбайкеров. Некоторые из них, в основном живущие в Москве, смогли получить свои хендбайки за счет государства. Это и городская программа вовлечения инвалидов в спорт, и назначенная компенсация за приобретение хендбайка, как необходимого средства передвижения, с подачи медико-социальной экспертизы. Но это тоже непросто. Чаще всего инвалидам отказывают, либо компенсация оказывается несоизмеримо мала по сравнению со стоимостью хендбайка. Другие хендбайкеры чаще всего делают байки себе сами, в том числе и силами других хендбайкеров, тех, кто уже научился их делать. То есть, в принципе, очень реально закупать необходимые комплектующие в России и делать хендбайки для своих инвалидов по нормальной цене. И инвалиды будут покупать такую технику. Я своему ребенку обязательно бы купила, потому что прекрасно понимаю, как невыносимо ей сидеть в 4 стенах и чувствовать себя изгоем общества. Для массового производства российских хендбайков необходимо это дело грамотно организовать. Специалисты у нас есть, запчасти тоже есть. А если закупать их оптом, то и себестоимость снизится. Целевая аудитория есть и будет еще увеличиваться. Нужен только организатор. Для будущего организатора подобного бизнеса хочу пересказать интересную историю о том, как один тайский врач-ортопед Тхерчейт Дживакати, он же основатель фонда протезирования Таиланда, организовал массовое производство дешевых протезов, превосходящих по качеству западные аналоги, но стоимостью в 100 раз ниже. При стоимости западных протезов в 10 тысяч долларов тайские протезы стоят всего $100. Эту историю рассказал 3 года назад Сергей Голубицкий в своем блоге. Вот здесь можете ее прочитать во всех подробностях. Skalabrу archive utreni комментарии в НДС Strozhny Sunbragodi Chinovnikov ITNK.
Суть ее в том, что тайский доктор для снижения расходов решил заменить титан на другой материал, более дешевый, и он его нашел. Это использованные баночки из-под йогурта. Это дешево, доступно и надежно. Второй момент. Для изготовления протезов были привлечены сами инвалиды, нуждающиеся в этих протезах, и имеющие полное представление о нуждах безногих пациентов. Третье. Все эти инвалиды были обучены, и каждый из них стал профессионалом своего дела. Они могут сразу, без излишней бюрократии, правильно подогнать протез под каждого клиента. Фонд протезирования Таиланда создал 27 региональных центров протезирования. При нем действуют также мобильные клиники, которые объезжают самые удаленные уголки страны с тем, чтобы помочь каждому нуждающемуся. Срок изготовления протезов благодаря высокому профессионализму каждого сотрудника был сокращен до минимума, до 1-3 дней. Таким образом, за короткий срок фонд протезирования Таиланда обеспечил необходимыми протезами практически всех нуждающихся не только своей страны, но и соседних стран. Другими словами, если Европа продает нам хендбайки по 300-400 тысяч рублей, почему бы нам, наконец, не взяться самим за их изготовление? И можно будет снизить их стоимость хотя бы до 40-50 тысяч рублей. Хотя, мне кажется, можно сделать и самые простые хендбайки без прибамбасов стоимостью 10-15 тысяч рублей. Желающих будет очень много. Во-первых, учитывая уже существующий интерес, поищите во ВКонтакте, найдете множество групп хендбайкеров и желающих к ним присоединиться. Во-вторых, в связи с популяризацией паралимпийского спорта. В-третьих, каждый инвалид мечтает вырваться из стен квартиры или больницы и опять ощутить дуновение ветра на лице. Движение для человека с ограниченными возможностями – это не просто здоровье и возможность прожить подольше, это душевное равновесие, обретение себя и даже счастье. Почитайте, что о себе говорит шестикратный чемпион России по паравелоспорту Андрей Ширяев. Полностью читайте на странице. VK.com Handbike Moritan W Wall 89,093,309.71 to fall. Кстати, на таких байках с удовольствием ездят не только инвалиды, но и вполне себе здоровые люди, потому что им это тоже интересно. Так что целевая аудитория может оказаться более обширной, нежели просто люди с инвалидностью. Это может быть не просто бизнес, это будет социально ориентированный бизнес, который могут поддержать на самом высоком уровне. Ну, а если не поддержат, можно пойти немного другим путем. Просто делать единичные хендбайки на заказ или сразу на продажу. Покупателей найдете в тех же самых группах ВКонтакте. Первоначальные вложения – 7000 рублей плюс смекалка и набор инструментов. PS. Хочу здесь же ответить тем, кто считает это бизнес рискованным, так как в России слишком маленькие квартирки, узкие двери лифта, а также слабые руки, чтобы поднимать хендбайк весом 15 кг. В Германии недавно придумали компактный, складывающийся хендбайк под названием Freak Compact Bike. По мнению российского критика, люди занимаются бесперспективным бизнесом. Такой влезет даже в российскую квартирку, в российский лифт и займет места не больше, чем ваш холодильник. Ну, а если вы скажете, что этот хендбайк, к сожалению, нельзя носить в авоське, то ради бога, занимайтесь другим бизнесом, выращивайте картошку, пеките пирожки, они поместятся в любой российской квартире и пройдут через двери любого лифта.